Здравствуйте, друзья! Как вы думаете, что такое я держу в руках? Только зумеры и бумеры знают, что это такое, а миллениалы и более молодое поколение даже не догадываются, что это предтеча их современных айфонов, компьютеров и планшетов. Сегодня будем говорить о жаккарде, человеке, который перевернул текстильную промышленность, изобретя жаккардовый ткацкий станок, на котором можно получать сложнейшие крупноузорчатые переплетения тканей, из которых делают ковры, гобелены, прекрасные платья из большого количества нитей, разных цветов и так далее. Я обязательно сделаю отдельную передачу про жаккардовые ткани. А сегодня мы поговорим об этом человеке и его изобретении, которое перевернуло текстильную промышленность XIX века, о Жозе Мари Жаккарде, в честь которого названы ткацкие станки. До сих пор они называются жаккардовыми и пишутся с большой буквы Ж. Ткань, как вы помните, это изделие, состоящее из двух взаимно перпендикулярных систем нити, основы и утка. На обычном ткацком станке нити основы разделяются на две части, а затем между ними прокладывается уточная нить. Но сложные узоры получить таким образом невозможно. Чтобы получить сложный рисунок с большим раппортом, с какой-то картиной или узором, каждая ниточка на ткацком станке должна двигаться индивидуально. А ниточек таких может быть аж до 20 тысяч. То есть представьте, 19 998 нитей остается снизу, и только 2 или 3 нити поднимаются вверх, например, красного цвета. И на ткани получается какой-то узор, например, это будет глаз бабочки. Придумал такой ткацкий станок Жозеф Мари Жаккар, французский изобретатель, который родился в 1752 году в Лионе. Жаккар вообще это прозвище, которое потом стало фамилией. Предки изобретателя носили фамилию Шарль и жили в пригороде Лиона. Семейство Шарли было таким многочисленным, что для того, чтобы различать детей между собой и разные ветви семейства, им стали давать прозвища. И дед Жозефа Бартоломео получил прозвище Жаккар. Жаккар родился в строгой католической семье и был одним из 9 детей Шарля. А до совершеннолетия, причем из этих 9 детей, дожили только двое, Жозеф и его сестра Клеменс. Жозеф не учился в школе и был неграмотным до 13 лет. Отец его был ткачом-надомником, и сначала он помогал отцу, но работа на ткацком станке казалась для него слишком тяжелой. Он пошел работать в типографию, где был переплетчиком, а затем уже, когда стал грамотным, стал печатником. После того, как умерла его мать, а затем в 1972 году умер отец, он получил в приданное наследство 2 ткацких станка, мастерскую, а также прилегающий к дому виноградник и карьер. В 1778 году он числился в Лионе мастером, ткачом и торговцем шелком. В течение ряда лет Жаккар совершил несколько очень сомнительных сделок, в результате чего потерял все свое состояние, влез в долги, потерял даже часть собственности жены, и в итоге жена осталась в Лионе, а он отправился искать счастье во Франции, где чем он только не занимался, производил соломенные шляпы, работал обжигальщиком извести, чернорабочим в карьерах, но в конце 80-х годов вернулся домой. Затем, после подавления Лионского восстания в 1793 году, Жозеф вместе с сыном бежали из города, присоединившись к революционной армии. И они вместе сражались в Рейнской армии в составе батальона Роны и Луары под командованием генерала Пешегрю. И в одном из сражений был убит его сын. Вернувшись в родной Лион, он был в печали после смерти сына, конечно, и занимался тем, что чинил ткацкие станки, пытаясь отвлечься от своего горя. Бизнес был не очень успешным, и тогда именно Жаккар увлекся изобретательством. На тот момент во Франции происходило бурное развитие ткацкого производства, но возможности ткацких станков очень были ограничены тем, что производились только очень простые ткани, сложные узоры производились вручную, очень сложно, очень долго, и было под силу только лучшим мастерам, которые бережно хранили свои секреты и передавали их из поколения в поколение. Работа по созданию сложных узоров была просто адская. Внутрь станка забирался работник, обычно это был ребенок, он назывался дергальщик. И по команде мастера вручную он поднимал или опускал отдельные нити основы, количество которых исчислялось порой сотнями. Процесс был супер медленным, требовал постоянного сосредоточенного внимания и, конечно, вызывал часто ошибки. Кроме того, переоснащение станка с одного узора на другой могло занимать несколько месяцев.
Сложность изготовления этих рапортов делала работу этих мастеров настолько дорогой, что позволить себе такие ткани и наряды могли только члены королевской семьи или аристократы. Тем не менее, их платья до сих пор поражают красотой и пышностью узоров, порой в них вплетались серебряные или золотые нити. Жаккар занялся усовершенствованием ткацкого станка, чтобы можно было по более простой технологии получать сложные ткани. Он знакомится с работами Жака де Вакансона, это изобретатель, который делал замечательные игрушки, заводные пианино, с музыкой они двигались, но это были прекрасные раритетные вещи на сегодняшний день. И в 1790 году он предпринимает первую попытку изготовления ткацкого станка, которая была неудачной в связи с тем, что начались опять новые революционные события во Франции. После революции он продолжает свою работу и в 1880 году делает первый ткацкий станок с педальным приводом. Поначалу конструкции, которые он производил, были не слишком удачные, и вдруг первая машина у него заработала, но производил он тогда еще не жаккардовые ткани, а рыболовные сети. Тут он прочитал в газете, что английское королевское общество объявляет конкурс на изготовление вот такого ткацкого станка. Награду от британцев он так и не получил, но его детищем заинтересовались во Франции и даже пригласили на международную торговую выставку в Париже. Это была знаковая поездка для него. Во-первых, он получил бронзовую медаль за свое изобретение. Во-вторых, он обзавелся нужными связями и даже нашел деньги для дальнейших изысканий. А главное, он посетил музей искусств, где увидел ткацкий станок Жака де Вакансона, построенный еще в 1745 году, где Вакансон уже использовал перфорированный рулон бумаги для управления нитями основы. Но давайте будем справедливы, Жаккар был не первым, кто изобрел сам принцип управления отдельными нитями основы с помощью перфокарт, он лишь доработал изобретение своих предшественников. Например, в 1725 году, еще за четверть века до его рождения, первое подобное устройство создал лионский ткач Базиль Бушон. Станок Бушона как раз таки уже управлялся перфорированной бумажной лентой, где каждому проходу челнока соответствовал один ряд отверстий. Но отверстий было мало, устройство меняло положение лишь небольшого числа нитей, поэтому сложные ткани там получить было невозможно. Следующего изобретателя, который продолжил эту идею, звали Жан-Батист Фалькон. Он заменил уже ленту небольшими листами картона, которые были связаны за свои углы в цепь. На каждом листе отверстия уже располагались не в один ряд, а в несколько рядов, а значит управлять можно было большим количеством нитей. Станок Фалькона оказался более успешным, чем предыдущий, и хотя он не получил большого распространения, тем не менее Фалькон за свою жизнь продал 40 таких станков. Третьим, кто взялся доводить до ума ткацкий станок, как раз таки был Жак де Вакансон, который в 1741 году был инспектором шелкоткацких мануфактур. Он работал над своим станком много лет, однако конструкция получилась такая сложная, такая дорогая, и все равно небольшим количеством нитей управлялось, что ткани получались тоже очень дорогие и не могли даже окупить стоимость оборудования. Но когда в Париже Жаккар увидел станок Вакансона, в его голове все недостающие детали встали на месте, и он понял, что нужно сделать для того, чтобы его станок заработал. И он решил создать станок, который превзошел бы по своим характеристикам творения и Бушона, и Фалькона, и Вакансона, чтобы конструкция была простой, дешевой, и можно было получать шелковое полотно, которое не уступает по качеству тому, которое делали вручную. В 1803 году его вызывают в Париж, прикрепляют его к консерватории искусств и ремесел, и здесь в 1804 году он создает свой знаменитый ткацкий станок, который уже ткал узорчатые ткани, многоцветные и так далее. Но, однако, своими разработками Жаккар привлек внимание не только промышленников, не только академиков, но и лионских ткачей, которые быстро смекнули, какую угрозу таит для них это изобретение. В итоге Жаккар получает патент и даже медаль, но самостоятельно торговать ткацкими станками побоялся. И тут 12 апреля 1805 года в Лион приезжает Наполеон со своей женой Жозефиной, которые решили посетить центр ткачества. Лион к тому времени очень сильно пострадал в результате всех революций, всех перетурбаций и пребывал в плачевном состоянии. Многие мануфактуры были просто разорены. А
французский рынок все больше заполнял английский текстиль. Желая поддержать лионских мастеров, Наполеон размещает очень большой в Лионе заказ на производство сукна. И в ходе визита императору предлагают посетить мастерскую некого Жаккара, изобретателя, где Наполеону демонстрирует тот самый изобретенный им ткацкий станок. Что же видит Наполеон? Установлена на ткацком станке какая-то гаргара, громадина, позвякивает длинными цепями, какие-то перфокарты, и из станка выходит изысканнейшее шелковое полотно с прекрасным узором. При этом никаких мастеров, никаких большого количества рабочего не требуется, машина работает сама по себе, а управлять ей, по словам Жаккара, может вообще один подмастерье. Наполеону машина очень понравилась. И тут Жаккар делает исключительно хитрый еврейский ход. По совету одного из своих друзей, негацианта Габриэля де Теле, он говорит Наполеону: дружище Наполеон, я дарю свое изобретение вам, Лиону и всей французской промышленности. Забирайте даром. Наполеон, конечно, был удивлен такой щедростью и сказал: Жаккар, вы, конечно, молодец. Патент я возьму в общественное пользование, а вам назначаю, во-первых, пенсию в 3000 франков и будете получать 50 франков с каждого проданного во Франции ткацкого станка. Сумма, в общем-то, небольшая, но в итоге, когда эти станки начали продаваться, отчисления уже сложились в хорошую сумму. В 1812 году во Франции было таких станков уже 18 тысяч, а в 1825 30 тысяч. Путем простого перемножения мы получаем, что Жаккар уже получил 1,5 миллиона франков. А это как бы такая сумма очень даже весомая. В те времена 1 грамм золота стоил всего 5 франков. Можно посчитать, насколько богатым человек стал Жаккар. Несмотря на яростное сопротивление лионских ткачей, преимущества станка были настолько очевидными, что он стал очень быстро распространяться. После 1815 года, когда Жан-Антуан Бретон доработал ткацкий станок, продажи еще увеличились. И в 1819 году Жозеф Жаккар был награжден орденом Почетного легиона. В чем же состояла суть изобретения Жаккара? Попробую объяснить это простыми словами. Жаккардовый ткацкий станок позволяет при образовании зева управлять не всеми нитями основы, а каждой ниточкой по отдельности и вырабатывать ткани с очень большим и очень сложным рапортом на количество нитей, причем нету ограничений. Для получения узоров не нужно поднимать и опускать четные и нечетные нити основы, как на обычном ткацком станке, а только некоторые из них в определенном порядке, различном для каждой нити утка, то есть для каждой прокидки. На жаккардовом ткацком станке нету ремизных рамок, как на обычном ткацком станке, а каждая нить основы проходит на ткацком станке через особое колечко, которое приводится в движение специальным шнуром, может подниматься и опускаться независимо от других нитей. Стержни эти расположены достаточно тесно, рядами, и на их верхние концы нажимается кусок картона, вот этой перфокарты с дырочками, соответствующими стержнями, которые должны оставаться в покое. Последовательность движения нити задается с помощью вот этой вот длинной перфокарты. Причем каждая перфокарта соответствует одному проходу челнока, то есть проложенной одной точной нити. Карта прижимается к вот таким считывающим щупам. Вот он, представьте, что это щит, это дырочка. Если щуп попал в дырочку, то ниточка, соответственно, поднимается или опускается в соответствии с заданным рисунком. Если же она уперлась сюда, в эту перфокарту, движение нити основы не происходит. То есть рисунок, который получается на ткани, он задается вот этой вот системой, где есть дырочка на перфокарте, а где ее нету. Соответственно, этот картон или утапливается этим стержнем или нет. Щупы эти связаны со стержнями, которые управляют движением нити. И на современных машинах жаккарда они называются аркадные шнуры, которые поднимают и опускают нити основы, соответственно, образуя зев, и основные и уточные перекрытия. При прокладывании следующей уточной нити зев образуется согласно перфорации следующей перфокарте. И в результате образуется на ткани двухсторонний рисунок, который является негативом
изнаночной стороны и лицевой. Поскольку для создания узора могли понадобиться сотни и даже тысячи перфокарт, их сшивали или связывали в одну такую непрерывную ленту, а механизм специально перекладывает перфокарты после прокладывания каждой точной нити. Такие перфокарты для сложных узоров могли занимать несколько этажей. Комбинация вот этих просеченных и непросеченных мест на перфокарте и задает вот этот вот узор и последовательность опускания нити основы. В результате чего можно получить любой узор, картину, портрет и все что угодно. При необходимости перфокарта могла меняться оператором. Устройство машины отличалось простотой, очень высокой эффективностью, но самым трудным делом был процесс именно набивки перфокарт, которые набивались, могли недели или месяцы, но тем не менее на одной этой перфокарте потом можно было работать годами на одном станке, получая ткань с одинаковым узором. В структуру узора жаккардового станка входит как минимум 24 нити, которые позволяют получать необходимый узор. Можно комбинировать материалы, разные нити, разные структуры, фактуры, толщины, цвета и так далее. А оформление интерьеров в стиле рококо и барокко 19 века просто невозможно сейчас представить без этих шикарных занавесок, гобеленов, подушек и обивок из жаккардовой ткани. Например, на этом слайде вы видите, как жаккард демонстрирует одну из своих ранних версий тканей и ткацкого станка наполеоновскому министру Лазару Карно. Или например, известная картина «Визит герцога Домаля» в ткацкую мастерскую господина Каркиля вовсе не картина, как может показаться, а это ткань, вытканная на жаккардовом ткацком станке. Размер этого холста 109 на 87 сантиметров, и работу выполнил, собственно, сам ткач Мишель Мари Каркиль для фирмы Didier TEC. Процесс программирования изображений на перфокартах длился несколько месяцев, но сама эта картина была соткана всего лишь по тем временам за 8 часов. Для этой картины понадобилась лента длиной в 24 тысячи перфокарт. Ее длина была миля этой ленты, представьте. Картину эту воспроизводили только по специальным заказам, и сейчас в музее всего несколько осталось образцов этой картины. Один, кстати, вытканный такой образец ткани, портрет Жаккара, заказал себе декан кафедры математики Кембриджского университета Чарльз Бэббидж. Мы еще поговорим о нем. А, к слову, герцог Домаль, изображенный на этом полотне, это младший сын последнего короля Франции, Луи Филиппа. Сам принцип жаккардовой машины, возможность менять последовательность работы станка, загружая в него новые карты, был абсолютно революционным. Ранее этот принцип использовался только для управления механическими игрушками, механическими пианинами и какими-то музыкальными инструментами. Жаккардовый ткацкий станок – это действительно выдающийся пример машины с программным управлением, изобретенный еще до появления даже такого термина, как двоичный код. Перфокарты меняют положение иглы с активно-неактивно, то есть воплощают всем известный принцип программирования для любой вычислительной техники 0 или единица. Однако именно эти простые картонные перфокарты заложили принцип программирования, а Жозеф Мари Жаккар, по сути, можно его назвать первым программистом-любителем. Самое важное является то, что на основе ткацкого станка Жаккарда была создана первая аналитическая машина Чарльза Бэббиджа. В 1834 году этот математик-ученый стал работать над автоматическим устройством для реализации целого ряда математических задач. А в конце 19 века построил вычислительную машину, где обработал результаты переписи населения в Америке 1890 года. А перфокарты использовались в различных устройствах, на телеграфе, вплоть до середины 20 века. Практические достижения Жаккарда действительно уникальны, ведь теоретические основы понятия алгоритма и принципов программирования были сделаны только во времена Второй мировой войны Аланом Тьюрингом, который построил свою абстрактную машину для взламывания секретных кодов. Если вы помните, был такой код знаменитой Энигмы. Жаккард прожил остаток дней в достатке, в довольстве и умер в 1834 году в возрасте 82 лет. Его станок был важным кирпичиком не только в промышленной революции, но
и стал прообразом современных автоматизированных ткацких станков. Его изобретение было не менее важным, чем паровая машина, электричество или железная дорога. 6 лет спустя после его смерти ему поставили памятник в Лионе, ровно на том месте, где когда-то лионские ткачи топорами разрубили его первый станок. А в 1910 году ему поставили еще один памятник в городе Кале. В 1934 году, к столетию со дня рождения Жаккара, французы выпустили почтовую марку с его изображением. Этой передачей я хочу напомнить всем современным модникам и модницам, которые щеголяют в роскошных жаккардовых пиджаках, в платьях, наслаждаются прекрасными обивками, какому замечательному человеку они обязаны этими модными вещами. Ну и не только этим, я вам говорил, что и предтечей айфонов и компьютеров были вот эти вот перфокарты. А к чему привело изобретение жаккарда в самом Лионе, я обязательно расскажу в одной из следующих передач. Всего хорошего, всем привет!